Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня видео для тех, кто хочет лучше разбираться в экономике, а точнее, кто хочет лучше понимать, почему российская экономика еще не упала и почему российский рубль сейчас одна из самых сильных валют в мире. Несмотря на санкции, несмотря на все сложности, несмотря на все проблемы, которые есть в российской экономике, почему рубль растет, а не падает. И сегодня мы будем читать статью Forbes, потому что я хочу, чтобы вы могли лучше понимать разные аутентичные тексты на русском языке, чтобы вы могли лучше понимать носителей и чтобы вы могли читать, говорить на интересная для вас тема. А перед тем, как начать, для вас есть субтитры. Здесь вы можете включить субтитры на английском языке или другом языке. Здесь вы можете бесплатно скачать PDF-файл со всеми интересными словами из этого видео, чтобы вы могли эти слова повторить, запомнить. Если вы хотите больше видео Learn Russian with News, если вы хотите доступ ко всем видео и ко всем PDF-файлам в одном месте, для вас есть библиотека, ссылка в описании. Поставьте лайк, если вам нравятся такие видео и вы хотите, чтобы я снимала больше видео, где мы читаем статьи. И да, давайте начнем. Итак, Forbes пишет: дорогой рубль. Я думаю, здесь есть игра слов, потому что дорогой – это, конечно, тот, у чего высокая цена. Например, не знаю, Rolls-Royce – это дорогой автомобиль, а еще дорогой – это наш любимый, например, дорогой муж, дорогая жена, дорогой друг. И здесь такая игра слов. Почему растет российская валюта, и причем тут Иран? Причем тут? Это интересная конструкция, которая значит, какая связь, какое отношение. Слово «отношение» у нас было в прошлом выпуске Learn Russian with News. Эмоциональный синоним этой конструкции – это «почему ты спрашиваешь?», какое это отношение имеет к делу. Например, ребенок, школьник, плохо написал экзамен в школе, например, и он говорит это родителям, а родители его спрашивают: так может быть, потому что ты всю ночь играл в компьютерную игру? Может быть, потому что ты всю ночь не спал, и поэтому ты плохо написал экзамен? А ребенок говорит: при чем здесь вообще компьютерные игры? Это учительница плохая. При чем здесь компьютерные игры? То есть как это относится к делу? Они вообще не связаны. Вот здесь аналогично. Причем тут Иран? Давайте посмотрим, как относится российский рубль и Иран. Я думаю, вы, наверное, понимаете. Итак, рубль в последние месяцы сильно укрепился по отношению к доллару, который стоит около 71 рубля. Укрепился — корень креп, как крепкий. Крепкий – это сильный. Например, может быть крепкое здоровье. Антоним к этому слову крепкий – это слабый. Сильный, слабый. Логично. Поэтому, если рубль растет вверх, то он становится сильнее и он укрепляется. Если рубль, или другая любая валюта идет вниз, то она ослабевает, становится слабее. По отношению к доллару. Про слово «отношение» мы говорили в прошлом видео очень подробно. И в чем смысл? Повторю очень коротко. Слово «отношения» – это между людьми. Например, у нас хорошие дружеские отношения у меня и моего друга. Но отношения – это зависимость одного от другого. Или что один думает про другого. Вектор только один. И по отношению к доллару
Вот такой баланс, да? По отношению к доллару рубль укрепился, по отношению к другой валюте, может быть, нет. Итак, доллар сейчас стоит около 71 рубля. Так дешево американская валюта не торговалась с весны 2023 года. Да, я помню, что в 2023 году доллар был очень низко, доллар был, или рубль был слишком сильный, или доллар был слишком слабый. Но да, сейчас это второй пик. Что значит это укрепление рубля и надолго ли оно? Долго ли будет длиться, долго ли будет это укрепление? Итак, опять Трамп. Нигде нельзя без Трампа. Здесь интересный контекст. У нас есть два синонима. Вы знаете слово «опять» и вы знаете слово «снова». Это синонимы. Но слово «снова» больше позитивное или нейтральное. Слово «опять» оно или нейтральное, или негативное. Например, есть известные фразы «опять 25», что опять повторяется что-то плохое. Опять 25. Значит, вы так реагируете на повторение какого-то негативного сценария. Или есть известная картина «Опять двойка». Двойка – это плохая оценка в школе. 5, пятерка – самая хорошая оценка, лучшая оценка, а двойка – плохая. И на этой картине мальчик опять получил двойку. И видите, какой он грустный. И вся семья грустит, потому что он опять получил двойку. Так вот, опять Трамп. В каком-то негативном ключе. Российский рубль на прошлой неделе продолжал укрепляться. Мы с вами уже видели это слово «укрепление». Он продолжал укрепляться. Впервые с начала 2023 года 1 доллар можно было купить за 71 рубль. 20, ага, сказала. И так выглядит график российского рубля. Вы видите, что в течение года рубль был примерно 80 рублей за доллар. Плюс-минус. Но сейчас почти 70. Как следует, то есть как идет, как мы читаем, из данных межбанковских торгов, вот смотрите, у нас было слово «торговаться», и торговаться – это покупать, продавать, и здесь, как следует из данных, из информации межбанковских торгов, разные транзакции межбанковские, рубль поступательно укрепляется уже 2 месяца. Все время он становится сильнее и сильнее. Поступательно. Шаг за шагом укрепляется уже 2 месяца. За это время доллар потерял около 18%. 20 марта доллар стоил 86 рублей. 20 марта был 86 рублей, сейчас 71. В последние недели этот рост стал еще более выраженным. Выраженным, явным, заметным, видным. Мы его видим ярким. Что еще? Какие однокоренные слова? Выразительно говорить. Например, актеры должны говорить очень выразительно. Актеры должны красиво интонировать и говорить выразительно. Потом, важно хорошо выражать свои мысли. Говорить это понятно, ясно, ярко, образно, выразительно. Еще есть слово, которое часто, например, я говорю, это выражение. Идиомы, фразеологизмы – это все выражения. Какие-то яркие фразы – это какое-то выражение. Итак, почему так происходит? Почему рубль сильный? В чем проблема или ни в чем? Если коротко, рынок переваривает эффект высоких цен на нефть и газ в сочетании с подавленным спросом на импорт из-за охлаждения экономики. Давайте разбираться.
Рынок переваривает. Рынок что делает? Рынок переваривает. Переваривать – это процесс, когда мы едим, и потом еда у нас в животе переваривается. Да? Организм переваривает еду. Еще, может быть, вам сказали какие-то тяжелые, грустные новости, и вам эту информацию нужно переварить у себя в голове. Здесь рынок переваривает эффект высоких цен на нефть и газ. Были высокие цены, значит, эффект высоких цен, были высокие цены на нефть и газ. Рынок это пытается переварить. Рынок пытается адаптироваться к этому. В сочетании это плюс с подавленным спросом на импорт. Спрос спрашивать. И, наверное, вы знаете, это правило, что это закон рыночной экономики. Спрос рождает предложение. Люди просят какой-то продукт, это спрос, и компании делают продукт, это предложение. Спрос и предложение. И здесь подавленный спрос, низкий спрос на импорт. Почему? Почему низкий спрос? Потому что охлаждение экономики. Охлаждение, корень хлажд. И, может быть, вы видели этот корень в словах прохладный, например. Прохладный – это немного холодный, знаете, плюс 10 градусов. Прохладно, не жарко. Охлаждение, прохладный. Потом похожий корень, это тот же самый корень. В слове холодильник, слово холод, да? Значит, экономика охлаждается. Экономика может нагреваться, становиться такой горячей, когда слишком все быстро. А охлаждение – это когда низкий спрос. И низкая экономическая активность. Это говорит главный экономист. Эксперта РА, не знаю, что это, Антон Табах. Это происходит, здесь неправильная форма, это происходит на фоне снижения объемов валютного рынка. Это происходит, вот эта ситуация, когда рынок переваривает и охлаждение экономики. Плюс, да, у нас на фоне, мы видим, на фоне снижаются объемы валютного рынка. В России сейчас все меньше и меньше иностранной валюты, уже несколько лет. Россия сейчас торгует в рублях, а не знаю, в долларах, например. И объемы, количество валютного рынка снижаются, становятся ниже, меньше. По сравнению с 2024 годом, если сравнивать с 2024 годом. Поэтому даже небольшие изменения в потоках от экспорта и импорта могут создавать заметные курсовые колебания. Колебания – это волна. Вот. Такая синусоида. Никогда не думала, что мне пригодится во взрослой жизни знание, что такое синусоида. Вот сейчас первый раз, когда мне пригодилось это слово во взрослой жизни. Видите, мало валюты в России, поэтому даже небольшие изменения в экспорте и импорте очень сильно влияют, имеют очень сильный эффект. Как это работает? После начала спецоперации, видите, здесь звездочка, и внизу в статье написано, что редакция, конечно, не может использовать другую лексику, кроме спецоперации, поэтому мы все понимаем. После начала спецоперации на Украине или в Украине санкций и внутренних мер. Меры – это комплекс действий, способов, как решить проблему. Например, когда был коронавирус, были карантинные меры. Государства вводили разные карантинные меры. И здесь внутренние меры капитального контроля. Здесь не очень может быть понятно, можно интерпретировать по-разному. Капитальный контроль – это
контроль капитала, то есть контроль денег, или капитальный контроль, как контроль всего, потому что капитально это полностью капитальный контроль, полный, тотальный контроль. Ну вот, после всех этих мер курс рубля сильно зависит от внешнеторговых операций. Курс рубля сильно зависит от того, какой объем валюты поступит на рынок от экспортеров и какой спрос на нее предъявят импортеры. Да, потому что сейчас внутри России все очень в экономическом плане сложно, нестабильно, очень много переменных, то это значит, что внешние торговые операции, которые импорт, экспорт, очень сильно влияет, имеет сильный эффект на курс рубля. Сейчас баланс спроса и предложения нарушен. Неправильный. Сейчас он не работает как должен, нарушен, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели этой весной к росту цен на нефть. В том числе, значит, тоже мы говорим и на российскую Urals. Угу. Но это было весной. Если в феврале она стоила 44 за баррель, $44 за баррель, то в апреле уже 94, говорит главный аналитик Ингобанка Петр Аранет. За счет таких цен у экспортеров существенно приросла валютная выручка. Логично, что они начали получать больше долларов. Нефть стоит дороже, и экспортеры получают больше долларов. Существенно больше, значительно больше, гораздо больше. Это выручка, сколько они выручили, сколько они получили, их профит. Эта выручка, этот профит поступает на рынок со временным лагом примерно в 1,5 месяца. Месяц с половиной нужен от начала этих изменений, чтобы увидеть изменения, добавляет Михаил Васильев. То есть сейчас, значит, сейчас рынок переваривает мартовские объемы. Периода, когда война в Иране только набирала обороты. Она только начиналась и становилась быстрее и набирала обороты. К этому добавляются внешние факторы. Видите, у нас были внутренние меры, которые внутри. А сейчас здесь внешние факторы. Внешнее – это в другом мире. Есть внутренняя политика, есть внешняя политика. Внешние факторы. Продление лицензии OFAC на морские поставки российской нефти. Вот продляется лицензия. Может быть, они думали ее отменять, но они продлили. Переориентация экспорта в Азию. Россия начинает переориентироваться. Другая ориентация. И увеличение доли части внешних расчетов в рублях. Сейчас 63,3% против 47,7% годом ранее. То есть сейчас Россия все больше и больше использует рубль для внешней торговли. В итоге рубль укрепляется, и Bloomberg даже снова назвал его самой сильной валютой в мире. Видите, что здесь слово «снова», а здесь было «опять». Это два синонима. И если опять более негативный, то снова это нейтральный или позитивный. Но даже носители языка вам не скажут такого нюанса, потому что в голове носителя это два абсолютно идентичных синонима. Еще один фактор, который влияет на курс рубля, который дает эффект, это операции по бюджетному правилу. Ну, если коротко, кстати, у нас было это выражение «если коротко». Да? То есть можно говорить очень длинными предложениями, очень долго,
А можно, если коротко, можно коротко говорить. Еще синоним это короче говоря или короче. Да. Так вот, бюджетное правило – это внутреннее, мы говорили это слово, внутреннее правило Министерства финансов. У разных стран есть разные правила, разная логика. В России есть такое правило, такое бюджетное правило, что если цена за баррель нефти дороже, больше $60, то эту разницу, ну, например, цена за баррель $70. И Минфин, Министерство финансов, эту разницу $10 убирает в копилку, экономит. А потом, если цена за баррель ниже, то он покупает, там что-то делает, но он уже берет деньги из копилки, которую раньше они экономили, вот деньги, которые они экономили. И здесь операции по бюджетному правилу. В марте Минфин приостановил их до 1 июля 2026 года. Помните, мы сейчас говорили, что в марте, в апреле цена поднялась до $94. И в теории Минфин должен был продавать за $94, ну как обычно, и эту разницу откладывать. Но Минфин в марте приостановил это бюджетное правило до 1 июля. То есть, значит, Минфин не откладывал эти деньги, Минфин не экономил эти деньги, а не знаю, что он делал с этими дополнительными долларами. Но срок не выдержал, то есть Минфин сказал, что приостановил это правило до 1 июля, то есть он хотел не следовать этому правилу до 1 июля, но срок не выдержал и вернулся на рынок раньше. То есть он начал в мае покупать валюту на 1,2 миллиарда рублей в день. Это какая-то сложная схема, но в моей логике, объясните мне, если я не права, и я понимаю что-то неправильно, но по моей логике, если в российской экономике было слишком много долларов, то значит доллар становится еще дешевле, рубль становится дороже. Логично. Потому что если чего-то слишком много, то оно становится дешевле. Да? Если чего-то слишком много. И Минфин это бюджетное правило приостановил до июля, потому что понимал, что если будет слишком много долларов, то рубль будет все сильнее и сильнее. Логично. И потом он понял, что, видимо, слишком сильный рубль стал, не знаю. Срок не выдержал, вернулся на рынок раньше и уже в мае начал покупать валюту на 1,2 миллиарда рублей в день. Чтобы было меньше долларов, да? Но укрепление рубля это не сдержало. То есть рубль все равно продолжал укрепляться. Объем покупок небольшой, говорит Антон Табах из «Эксперта РА». Так, значит, что если слишком много долларов, это плохо. Ну, или хорошо. Смотря для кого. Ну что, давайте посмотрим, какой прогноз, какой анализ, что прогнозируют эксперты. Нужно ли покупать сейчас рубль, потому что он будет еще сильнее, или наоборот, надо продавать все рубли прямо сейчас. Давайте посмотрим. Александр Исаков, в свою очередь, его очередь, считает, что пик укрепления рубля пройден, что мы его уже прошли. Мы шли и прошли. Пик пройден. И в ближайшие месяцы курс вернется к более привычным уровням 75-85 рублей за доллар. Один эксперт считает, что пик прошел. С постепенным ослаблением до 85 рублей. Постепенное, поэтапное ослабление до 85 рублей. Васильев же считает, кстати, интересно хотела вам сказать, слово «считать» – это про цифры. Можно считать деньги, можно считать, сколько человек в группе.
Это про цифры, про количество. И когда мы говорим свое мнение, часто говорят я думаю, что завтра будет снег, например, то думаю, это обычно не аргументированное, просто мое чувство, мое ощущение, как мне кажется. Слово считает, я считаю, уже более аргументированное и больше относится к экспертной оценке. Поэтому здесь тоже в статье говорят, один эксперт считает, что пик уже прошел. То есть мы думаем, окей, он уже посчитал что-то, он в голове проанализировал. Другой эксперт тоже считает, но уже что-то другое. Что динамика будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Да, мы посмотрим, что будет на Ближнем Востоке, и динамика будет зависеть от этого. При наличии эскалации военных действий, если будет увеличение военных действий и увеличение цен на нефть, рубль может не ослабеть, а наоборот, еще больше укрепиться. Другой эксперт говорит, если ситуация на Ближнем Востоке будет такой же горячей и острой, то рубль, наверное, еще больше укрепится. При этом в своем базовом сценарии, его такой нейтральный сценарий, он ожидает курс в диапазоне 70-76 рублей за доллар. Ну что, дорогие друзья, вот такая статья. Все говорят, что они разбираются в экономике. И я надеюсь, что после этого видео вы можете немного более уверенно говорить, что вы разбираетесь в экономике, а особенно в российской экономике. И мы с вами встретимся совсем скоро. Пока-пока.